Сейчас я должна быть в ефірі. Да. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. З вами знову я, Світлана Кошик, мій канал Світанок. Вибачте за технічні неполадки. Думаю, мене вже чути и видно и слышно, да? Да, вижу плюсик, все, есть, спасибо, здравствуйте, дорогие. Я по вам уже скучала. Извините, так давно не выходила в эфир, что забыла, как это делается, с перепугу не те кнопочки понажимала. Итак, есть, слышно, хорошо, а то у нас все время со звуком проблемы, поэтому я уж близко к микрофону тут подключилась. Итак, что у нас с вами есть? Во-первых, для тех, кто новенький, напомню, кто я. Меня зовут Светлана Кошик. Я живу в Нидерландах с 2005 года. У меня свой бизнес, который занимается налогами, налог НЛ. Я являюсь регистрированным налоговым консультантом, у меня титул. Я также являюсь юристом по миграционным вопросам регулиры миграции В, то есть обыкновенные, скажем так, не азил, то есть не беженство. И я вхожу в группу Key-Persons, которая занимается, цель которой связь между украинской спільнотой и Министерством юстиции, точнее, со всем держорганами. Создана эта группа Министерством юстиции после начала полномасштабного вторжения как раз для того, чтобы обмениваться информацией между нами двумя. Подождите секундочку, это у меня, наверное, кто-то мне зачем-то звонит. Сейчас я выключу звук у себя в телефоне. Вот. Не звоните мне, пожалуйста, во время эфира. Пишите свои вопросики там в чате. Эфир будет в записи, на вставочке трансляции, как обычно. На ваши вопросы я буду отвечать в конце эфира. Что у нас сейчас происходит? Напомним кратко историю, что у нас в середине 25 года Евросоюз сказал, что хватит продлевать просто бесконечно. Как мы помним, у нас тимчасовый захист на 3 года был записан в самой директиве и продлевали 3 года без зазрения совести. Потом на 4-й год сказали, ой, давайте как-то придумаем, продлим еще на 4-й год. Все-таки продлили, скривившись, но и война все равно не закончилась, и опять они сели в 25 году думать, что же делать. Решили, юридически продлевать уже нельзя, а другого никакого документа у нас опять-таки нет. Как мы будем из этого исходить? Сказали, хорошо, ладно, мы продляем, но в этот раз последний раз, точно прям последний раз. И вместе с этим продлением приняли кучу документов, которая называлась политика долгосрочного выхода из тимчасового захиста, что-то такое. Так как не было единодушного решения, давайте так, когда включали саму тимчасовый захист, было единодушное решение всех стран Евросоюза, и поэтому это быстренько включили, и быстро оно пошло работать. Продления эти 3-годичные тоже были единогласно. А вот уже на 5-й год не было единогласного решения, поэтому Евросоюз мог дать только рекомендации общие, то есть продление, точнее, приняли, но о том, как выходить из него, сказали уже, каждая страна будет решать на своем уровне. Мы даем только общие рекомендации, потому что к общей политике выхода из тимчасового захиста не пришли страны. И в каждой стране сейчас выход из тимчасового захиста во что-нибудь будет свой, собственный. При этом, конечно, это очень сильно напрягает страны, потому что если будут какие-то неравнозначные условия, это повлечет за собой повторную миграцию. То есть люди начнут переезжать в ту страну, где лучшие условия. И это тоже все понимают, поэтому и давят на Евросоюз, чтобы он как можно больше общих каких-то правил принял. И в 25 году были эти такие рекомендации.
Нидерланды сразу сказали, мы будем все делать, как Евросоюз скажет, да, то есть мы ничего своего не будем. Мы знаем, некоторые страны сказали, нет, у нас тут своя история, мы никого не слушаем. Нидерланды будут, сказали с самого начала, притом это сказало предыдущее правительство, которое было против Евросоюза, но оно подтвердило, что мы будем поддерживать политику Евросоюза. Текущее правительство с двумя руками сказало, все, мы будем поддерживать все, что Евросоюз скажет, да. Что Евросоюз нам сказал? Что у нас есть направление по добровольному возвращению, одно из направлений. Второе направление – это помощь людям переходу к обычным видам на жительство. И как вы будете решать? И третий вариант, альтернативный, какой-то временный свой вид на жительство, который сами страны себе уже, исходя из своего собственного законодательства, могут придумать. Да? То есть вот такой довольно свободный, расширенный вариант решения каждой стране. Нидерланды поддержали это все полностью. И временный переходный вид на жительство придумали, и добровольную помощь озвучили, пока никто не знает, да, в чем она заключается, но сегодня мы об этом поговорим, немножко стало яснее. И сказали, что будут помогать и переходом на другие виды на жительство, но это все было до сих пор только такие какие-то заявления. Когда я говорила, что будут послабления, мне все говорили, ничего не будет. Переходы у нас есть только на кеннис-мигрантскую визу на партнерство и на студенческую, как бы все. А это мало кому вообще доступно. Вот. Вам разводиться никто не хочет для того, чтобы найти здесь местного человека. А на кеннис-мигрантскую визу тоже мало кто тянет. Это 6 тысяч зарплаты, далеко не всем по карману. Вот. Поэтому мы все ждали, что же у нас наконец-то наше правительство придумает. Помню, у нас сейчас министерства, если вы помните, менялись. Предыдущая министерка Фабер, это было ярко, как это сказать, резко правое правительство, очень популистское, и министерка была абсолютно неграмотная женщина в плане юриспруденции. Вот, я могу так говорить, то есть у меня нет никакой... К министрам я не с придыханием отношусь, они люди такие же, как и мы, очень разные. Вот, министр Фабер была просто абсолютно некомпетентным человеком, заявляла громкие слова, которые юристы просто пожимали плечами, потому что ее заявления никак не вкладывались в никакое законодательство существующее. Вот, и поэтому было сразу понятно, что все это просто бла-бла-бла, но из-за этого бла-бла-бла у нас многие вещи затормозились. Да? То есть вместо того, чтобы разрабатывать вот эту самую политику перехода, никто этим не занимался, а кричали, что вот, закончится ВНЖ, и все добровольно уедут. Вот. Ну, ладно, бог с ней. Сейчас, слава богу, у нас другое правительство пришло. Оно у нас тоже правое, но центристско правое и без вот этих совсем заворотов уж совсем резких. И все-таки они знают, как ведутся дела. Так, что мне говорят эхо? Эхо. Так, сейчас, секунду. Вот здесь вот сейчас нету эха, ребята. Повторите мне, пожалуйста. Скажите, я убрала эхо сейчас. Меня вообще слышно? Я надеюсь, что слышно. Никто ничего не пишет. Да, плюсик нажали. Виктория, спасибо вам, Виктор. Вот, все, есть, вижу. Значит, слышно. Хорошо. Я еще поближе к микрофону сяду. Отлично. Все, накуплю себе уже какую-то петличку, наверное, все равно. Так. Поэтому сейчас у нас новое правительство. Оно вступило только вот-вот в начале года у нас приступило к обязанностям. И, наконец-то, что-то сдвинулось с мертвой точки. Сегодня у нас с вами документ. Я сейчас им поделюсь, я надеюсь. Да, вот он. Вот этот документ 26 июня он у нас вышел. Так, почему перестало быть видно меня?
Сейчас, секундочку, я попробую переделать. Ой, что это у меня тут? Ну вот, как-то включилось. Не знаю. Надо потренироваться. Я уже наконец-то нашла ребят, которые будут мне помогать вести канал, поэтому я думаю, сейчас будет полегче с моими эфирами. Они все-таки мне все настроят и будут вовремя делать. Так, пошли дальше. Вот этот документ 26 числа. Ферзамл бриф насчет украинцев. Когда у нас было еще 2 министерства назад, нормальные министры, у нас выходили эти письма раз в 2 месяца, и мы с вами регулярно за ними следили и знали, что происходит. Да? Потом вот эта наша чудесная министр Фабер забила на это дело и стала выпускать эти раз там в полгода примерно. Вот. И с тех пор, как пришло новое правительство, это первое письмо, подписанное новым министром. Это очень важно, потому что я его очень ждала, в какой тонации оно будет создано, да, потому что, вы понимаете, есть как бы политические заявления, да, а есть общий вектор, куда что идет. Вот. И я вижу, что этот вектор изменился. Несмотря на общее, внешнее, вроде бы все точно так же, как и было. Это письмо, Ферзамл бриф, это как бы пояснительная записка, которая отправляется министерством в парламент и является предложениями, которые там в этом письме есть, являются основой для изменения законодательств или для принятия каких-то решений, которые требуют утверждения парламента. То есть вы понимаете, насколько важный этот документ. Видите, он еще подписан Министерством юстиции и Фейлихайт. То есть, несмотря на то, что у нас есть отдельное министерство, создали по миграции, но тем не менее украинцами по-прежнему занимается Министерство юстиции, как раз вот то самое, с которым мы сотрудничаем. Вот эта программа дирекция ПДУК Украина, оно там называется. Вот с этой организацией как раз мы и общаемся регулярно. Вот. Так, что здесь важно? Я хотела вам его зачитать целиком, это письмо, но тут 11 страниц, я поняла, что я прочитать не успею. Поэтому, если вы захотите, чтобы я его зачитала где-то отдельно целиком, пожалуйста, напишите об этом. Я тогда сделаю отдельное какое-то видео непосредственно с текстом на русском языке. А сейчас я вам буду просто зачитывать важные вещи и рассказывать про них, объяснять, о чем они идут. Ссылки на все документы будут лежать под этой трансляцией. Да? То есть это документы официальные, они на сайте Оферхайт положены, поэтому не переживайте, вы сами можете тоже прочитать, но я всегда читаю на нидерландском языке. Почему? Потому что не дает переводчик вот этих юридических, как сказать, полутонов, да, то есть какие юридические слова используются, это очень важно. И поэтому мы читаем с вами все на нидерландском языке, но я вам, конечно, рассказываю. Давайте посмотрим. Сегодня нам интересует первая часть, потому что кроме своего письма есть у нас 5 вложений, и там они очень большие, я про них отдельные видео запишу. Сегодня мы туда не успеем. Итак, вступление тут рассказывается, как обычно, что война продолжается. На 6 мая у нас 136 480 человек зарегистрировано в Нидерландах. На 30 апреля 95 960 мест. Это которые в локациях места, да, то есть, и они заполнены на 99,8%. То есть у нас все эти локации практически заполнены. Дальше что? Тут мы можем пока что пропустить вот, и идти вот сюда, часть 1.
Продление тимчасового захиста на уровне ЕС. Я с этого начала, да, с уровня ЕС. 29 числа у нас планируется, то есть завтра уже планируется голосование в ЕС о возможном продлении еще на год до 28 марта, до 28 года 4 марта. Но в этот раз по настоянию украинской стороны хотят сделать ограничения. Будет ли они приняты? Я думаю, что да. И сразу вопрос, что за ограничения могут быть. Ограничения, которые настаивает очень сильно украинская сторона, и без них не хочет никакого продления, звучат так, как не давать тимчасовий захист лицам мужского пола, если они не могут предоставить освобождение, ну, то есть разрешение на выезд за границу от украинского, не правительства, как там, органов, да? То есть, как бы предоставлять только тем людям, которые не военно обязанные, переводим, да? А те, которые переплыли через Тису, им не предоставлять. Что это значит на практике? Если это примется, во-первых, это не будет распространено на тех людей, которые уже здесь. Во-вторых, это начнется с 4 марта 2027 года, потому что до 4 марта 2027 года все действует, как действует. Да, то есть это будет после 4 марта 27 до 4 марта 28. Поэтому кто хочет еще переехать через Тису, может еще успеть. Что будет, если все-таки люди получат отказ, потому что у них нет вот этого самого освобождения от госорганов Украины? У этих людей одна дорога – идти по обычной азиловской процедуре. То есть обычная азиловская процедура ни для кого не закрыта. Люди, которые не попадают под тимчасовый захист, имеют право обратиться в азиловскую процедуру. Имеют право это сделать и сейчас все, кому отказали в тимчасовом захисте. Какие у них перспективы, исходя из новых изменений в азиловском законе? Ну, временный, скорее всего, это будет статус, у нас же двухстатусовская сейчас система ее ввели, скорее всего, это будет статус Б, который будет до окончания войны как-то так работать, или 3 года с продлениями, но продление будет при условии, что война не закончится. То есть вот такое, то есть оно не перерастет в постоянный. Вот. Там есть еще масса всяких разных нюансов, но давайте так, меня спрашивают, вот здесь кто-то уже спросил, будет ли возможно обжаловать в суде отказ от тимчасового захиста. Будут условия подачи тимчасового захиста, так же, как они сейчас есть, да, и как и сейчас, если вы не подходите под условия, вы не можете в него попасть, да, оспаривать у вас право всегда есть, но шансы оспаривания, если вы не подходите под условия, они как бы равны нулю. Поэтому что точно известно, что оно не будет распространяться на людей, которые уже находятся под тимчасовым захистом. Поэтому, кто сомневается, там еще как-то урегулируйте свои вопросы. И тут мы видим, да, что они пишут, Нидерланды будут поддерживать и продления, и возможные ограничения в случае, если это юридически возможно и возможно технически, то есть если это будет легко проверяемо. Вот, поэтому еще не на 100%, но возможность такую мы упускать с вами не можем. Дальше что нам говорят они, опять-таки, что важно, что темп вот этих
рекомендаций евросоюзовских, которые были в 16 сентября 2025 года, нами имплементированы. Темп как бы маленький, и не только у нас, но и в других европейских странах. Вот, поэтому нам бы хорошо бы все равно совместно работать, чтобы не было вот этой самой двойной миграции, то есть чтобы люди не бежали из одной страны в другую. И отсюда они нам пишут, что вот кабинет у нас, мнение кабинета о переходе с тимчасового захисту. Так как мы ратифицировали соглашение коалиционного правительства, который говорит следующие вещи. Разработана трехкомпонентная структура. Поддержка добровольного возвращения в Украину для восстановления Украины. Это очень важный пункт, потому что будет рассказываться везде. Это стоит первым пунктом, заметьте, это очень важно, в каком порядке стоит первым пунктом, и он принят как главный, да, то есть как бы основной, главный, и это такой поклон украинскому правительству, что основное и главное направление у нас это поддержка добровольного возвращения для восстановления Украины. Выглядит достаточно как бы громко, мы стараемся всех вернуть, но слово «добровольное» сразу меняет весь смысл всей фразы. Вот, потому что добровольное говорит о том, что если вы не хотите, никто вас отправлять не будет, будут только стимулировать. О том, как стимулировать, мы там еще ниже с вами почитаем. И вот этот второй пункт, это как раз то самое изменение, которого я давно ждала, и в прошлых, во всех письмах его не было. Только ради этого абзаца уже стоило читать это письмо. Вот. И звучит оно так, как изучение возможности и вероятности успеха в помощи перемещенным лицам Украины в получении законных, регулярных разрешений ВНЖ, в особенности разрешений на работу. Это очень-очень важный пункт. Он звучит, может быть, так как бы не очень громко, да, такое, ну, изучение, возможности, что это такое. Но для меня это, знаете, такая сразу открытая дверь. Вот. Это первый раз, когда правительство официально, в официальном документе заявила о том, что оно изучает возможности послабления перехода на обычные рабочие визы. Это не кеннис-мигрантская виза. Кеннис-мигрантская виза и сейчас открыта всем. Это обычная рабочая виза, на которую нужно там 2400 примерно дохода. И работодатель не должен стоять ни в каких референствах и так далее. То есть это сразу очень большое количество людей туда попадает. Сразу скажу, что туда не попадут люди, которые через Аузентбюро работают. То есть это только там есть определенные условия. Но если они это сделают, а там возможно, действительно возможно сделать, и не такими уж большими прямо какими-то жертвами, вот, это сразу же очень сильно повысит количество людей, у которых появляется нормальный шанс перейти на нормальную какую-то визу, которая ведет к паспорту. Сюда же попадают и бизнес-визы, то есть люди, которые самозанятые. Это тоже очень важный пункт. Вот. Поэтому вот этот пункт, он говорит очень о многом. И вы понимаете, когда говорят, что мы изыскиваем, то есть мы изучаем возможности, после этого нельзя заявить, что мы изучили и не нашли их, понимаете? То есть я знаю, что сейчас будут какие-то критики, скажут, ну и что, они ничего не пообещали. Нет, они уже конкретно заявили, что мы этим заняты. Мы просто заняты пониманием, как это технически можно сделать и сколько нам это будет стоить. То есть процесс запущен. И это очень хорошая, позитивная новость для тех, кто собирается здесь оставаться. При этом могу сказать, что это не будет быстрый процесс.
И третий пункт, который тоже стоит в планах правительства, это вот этот самый транзитный документ, то есть временный ВНЖ на 3 года, который здесь играет с такую систему социальной защиты, они пишут, ну, как бы такой страховочный вариант, потому что они понимают, что этот переход не будет быстрым, и вот чтобы люди не оказались как бы между двумя огнями, да, то есть уже одно закончилось, а второе еще не началось, вот чтобы у них этот переход был нормальные, они не потеряли свои права, жилье и так далее. Вот для этого сделан этот транзитный документ трехгодичный, который цель его, чтобы люди нормально перешли на то, что они хотят. Либо перешли к возвращению после окончания войны, и он, понимаете, этот транзитный документ, если вдруг война затянется, он будет продлеваться однозначно до возможности возвращения. Да, то есть после этого транзитного документа человек должен либо вернуться, либо перейти на какой-то другой ВНЖ. Это цель этого транзитного временного вида на жительство. Дальше что тут у нас еще? То есть главная у нас здесь цель говорит о том, что нужно, чтобы люди, selbstständig, то есть самостоятельно, самообеспечение, переходили на самообеспечение, а группа, которые зависят от социальных выплат, оставалась как можно меньше. То есть стимулировать всех. Не сидите на шее, условно, идите, сами себя обеспечивайте. И дальше объяснение вот к этим 3 пунктам. Да. Какие объяснения тут? Что у нас тут? Ну, в войне конца не видно. И дальше у нас по рапортам. При этом они говорят, что... При этом мы видим, что 83% людей, которые сейчас находятся здесь как беженцы из Украины, 83% не собираются возвращаться в ближайшие 2 года. Да. Немного меньшая часть, а именно 43%, вообще не собираются возвращаться. Да, то есть это вы видите уже цифры установленные, 43% из заявленных там 136 тысяч, это большое количество людей, которых уже понятно, что они, то есть они уже приняли для себя решение не возвращаться. Вот. А 83% пока в раздумьях, типа посмотрим, как, ну, то есть еще 40, кроме этих 43, пока не понимает. И 17%, я так думаю, видимо, есть, которые точно ждут возвращения. Вот такая сейчас раскладочка. И, конечно, они говорят о том, что перед Украиной это огромная демографическая проблема. Вот. Ну а для нас... Что нам нужно? У нас перегрузка структурная идет, которая влияет на и ИНД, и КОА, и юридическая судебная система, и хименты, все, кто вовлечены работать с этими людьми, на них всех падает перегрузка, связанная с этим. И из этих причин вот, мы... заявляем, да, то есть Кабинет министров заявляет, что мы сосредоточены на содействии в первую очередь возвращению, опять-таки, добровольному, вы помните, да. Вы эту фразу, что Кабинет сосредоточен на возвращении, будете слышать сейчас из каждого утюга. И, конечно, будут люди, которые будут кричать, вам же сказали, что вас всех отправят, вы здесь никому не нужны, терверы. Нет, это обычные заявления политические, которые необходимы, потому что, да, вот у Украины демографическая проблема, и кто-то должен ее действительно отстраивать, никуда от этого не деться. Вот. Поэтому добровольно будут, естественно, помогать возвращаться всем, кто захочет, все, кто будет сомневаться и так далее. Вот. Но в соответствии с рекомендациями, опять-таки, Евросоюза, да, мы хотим в то же время, вот они пишут, что в то же время нужно реалистично смотреть, что в ближайшее время, да, кто у нас будет
ландуре, то есть оценивать возможность длительного пребывания и уменьшить как можно меньше, сделать дрюк, то есть нагрузку на социальные все вот эти наши службы. И все это мы делаем, как вы помните, согласно рекомендации Евросоюза. Вот, то есть у нас все время Нидерланды подчеркивают, что мы с Евросоюзом, мы делаем так, как нам сказал Евросоюз, мы поддерживаем всячески. Это хорошо на самом деле, потому что предыдущее правительство нас все время возражало против решения Евросоюз. А у нас, наше сейчас текущее правительство, наоборот, говорит, что мы всячески поддерживаем все решения Евросоюза, более того, мы хотим участвовать в них и там свои инициативы тоже продвигать. И тут еще что интересно, вот здесь, вот этот абзац. Тоже первый раз я это услышала в официальном документе. Вот. Что тут написано? Что ключевым вопросом при разработке перехода от временной защиты является влияние этой политики на поведение самих перемещенных лиц. Да? И наконец-то, да, то есть они понимают, что от того, что мы ничего не говорим, да, люди сами по себе дергаются, не обустраиваются, не учат язык, не ищут, например, новое образование, чтобы лучше там, потому что у них нет понимания о своих перспективах, и поэтому они себя ведут, соответственно, не так, как было, если бы было бы все понятно. Наконец-то это уже где-то положили и об этом стали говорить в открытую. И на последнем собрании, вот 27 мая, которое мы были в этой группе, об этом тоже много говорилось. Вот, то есть я вижу, что общая политика правительства, да, то есть она изменилась к более человечной, скажем так. Вот. При этом, да, ну, все равно мы же деньги-то считаем, как вы понимаете, все равно от этого никуда не деться. Вот, поэтому все время говорится о том, что нам нужно уменьшить давление на миграционную цепочку, то есть как можно меньше, чтобы людей переходили на обычный азил, на запрос беженства, при этом и как можно меньше людей были на социале. Поэтому цель состоит здесь, я вот выделила опять-таки, да, что сейчас у нас 62% людей работают, а нам, возможно, мы хотим увеличить вот это количество работающих и не просто, чтобы их было больше, но сосредоточиться на подходящих и устойчивых видах занятости. Дурзамберг. Что это значит? Подходящие. Это значит, чтобы люди работали по специальности. То есть это значит, что будут... То есть дальше смотрим. Это значит, будут программы, помогающие людям как-то профессионально переподготовиться. Вот. И Дурзамверк, это значит, чтобы люди работали напрямую на контракте, а не через Аузенбюро на каких-то временных там работах прыгали туда-сюда. Вот. То есть на этом сейчас сосредоточено. То есть сосредоточено, когда мы говорим dual-stelling, то есть поставлена цель, это значит, что туда будут выделены деньги, туда будут разрабатываться какие-то программы. То есть мы видим, что мы вернулись к этой дофаберовской эре, когда у нас предыдущее правительство, да, оно тоже говорило, что мы будем помогать людям интегрироваться, т.д., да, то есть вы помните в начале войны, да, потом как-то там заглохло на 2 года все, а сейчас мы видим, что опять вернулось к этим же вопросам. Это очень позитивно. Вот. Вот. Кроме того, вот это кабинет министров изучает, то есть уже изучает вопрос, в какой степени перемещенные лица могут перейти на получение обычного разрешения на работу, учебу и так далее. И это у нас исследование. Кабинет министров учитывает также социальные последствия, рассматривает возможности и процент успеха, и учитывает социальные последствия, аспекты реализации и затраты. Да, то есть все это ведет за собой, естественно, затраты, которые должны быть заложены в бюджет. И, однако, предполагается, что не все у нас люди в ближайшее время смогут сразу получить какое-то разрешение на работу, например. Поэтому
и сделан этот переходный транзиции документ, чтобы вот этот переход для человека упростить, чтобы он был пока по временному ВНЖ, пока у него решится там, и пока правительство подготовит, да, как ему перейти на обычный рабочий ВНЖ. И вот у нас говорится, что до 15 сентября у нас должен быть рапорт по этим исследованиям этих возможностей, которые они опять-таки обещают парламенту предоставить в этом письме. Вот мы тут расскажем вам, какие у нас выводы сделали о том, о вот этих возможностях перехода на обычный ВНЖ в сочетании с этим переходным документом. А после того, как у нас юридическая часть будет решена, после этого у нас уже будет здесь перейдет на подсчет, на деньги, для того, чтобы можно было это заложить в бюджет. То есть, что это значит? Это значит, что сейчас у нас 15 сентября нам должны выдать какой-то рапорт, который попадет в парламент. После этого будут там, естественно, дебаты, там еще что-то, которое понесет за собой изменения в законодательстве. То самое изменение в законодательстве, которое мы с вами все ждем. Да? Которые возможно, которые реально сделать, юридически однозначно есть эти возможности. Когда это будет? Ну, до того, как утвердят бюджет, не будет. Бюджет на следующий год. То есть это точно не будет в этом году. Да? В этом году мы только увидим путь. Будет это объявляться, будет это объясняться, потом оно будет дебатироваться. И в лучшем случае, в следующем году это будет принято к действию. В лучшем случае. Не забудьте, что у нас еще транзитный документ, который им дает возможность не торопиться. Да? То есть все равно же люди 3 года еще ждут, ну мы тут пока будем зарабатывать. Все зависит, конечно, от того, как парламент проголосует, то есть как в парламенте это пройдет, эти изменения. Ну, там... Я думаю, что пройдут. Почему? Потому что мы видим, что такая же самая борьба происходит в других странах. То же самое мы видим, что сейчас уже некоторые страны принимают эти вещи. Более того, идет спор о том, засчитывать или не засчитывать года, прожитые под тимчасовым захистом. Да? То есть какие-то страны уже сказали, мы все засчитаем. Какие-то страны сказали, мы засчитаем половину. Да? Там, например, Испания сказала, мы засчитаем все время. Чехия сказала, мы засчитаем половиной 0,5, как европейские, там, европейская есть там такая подсчет для студентов. Ну, прекрасно. То есть мы видим, что уже есть претенденты. Есть страны, которые сказали, да, мы переходим. Другие страны идет сейчас обсуждение. И чем больше таких стран будет, тем быстрее и Нидерланды пойдут той же дорогой. То есть Нидерланды точно будут идти той дорогой, которой будут идти прогрессивные страны ЕС. Поэтому у меня сомнений в том, что уменьшение, какое-то упрощение перехода, у меня сомнений нет. Ну, у меня и была эта уверенность с самого начала, но сейчас у нас есть наконец-то подтверждение от правительства. Но при этом, да, не будет быстро. Так, сколько у нас там времени? 40 минут. Сейчас я дойду до конца эту первую часть и буду отвечать на ваши вопросы. Что дальше у нас здесь еще интересного? Вот. Дальше что они говорят, да, после этого. То есть, кроме того, что нам нужно понять, как это сделать технически, мы уже видим, что разработан план, то есть уже идут исследования, уже там 15 сентября должно быть первое решение, дальше, из которого будет план построен. Дальше следующий пункт важный. При этом, несмотря на то, что значительная часть украинских перемещенных лиц самодостаточна, мы видим, что рынок жилья настолько перегружен, да, вы знаете, что у нас Нидерланды почему, собственно, против всех возможных мигрантов, не только беженцев, а вообще мигрантов, да, потому что населенность у нас очень плотная, у нас тут некуда их селить всех. И каждый мигрант, который приезжает на него, смотрит как на конкурента на жилье. Вот. Поэтому... Здесь и говорят о том, что давление у нас на рынок жилья такое большое, что большинство из них не смогут обеспечить себя жильем на регулярной основе в обозримом будущем и, соответственно, будут оставаться в этих центрах приема.
Поэтому чем тут у нас занят Кабинет министров? Вот. Он у нас разрабатывает различную систему дополнительных форм жилья. Например, какие-то локации собираются переформатировать в жилье, но мы понимаем, что это не будет большое количество локаций. Так, я, наверное, сейчас выключу и включу себя. Сейчас, это я уже... О, вот так вот. То есть, потому что мы первую часть почти дочитали, буду так вам рассказывать. Вот, то есть у нас, о чем они говорят? О том, что локации переформатировать, но с локациями проблема, потому что локации очень много арендованные, да, арендованные ничего не перестроишь, то есть эта локация должна быть выкуплена Химентой. Не во всех локациях вообще возможно его перевести в жилье, поэтому это будет какой-то небольшой процент локаций, где это реально реализовать. Вот. Но также они говорят о флекс-вонингах, вы помните, опять-таки, да, 2 года назад вернемся до предыдущего правительства, когда была программа о том, чтобы быстро строить вот эти всякие вагончики там и различные жилье, которое на 15 лет можно использовать, да. Опять к нему возвращаются. Вот. И также использование эффективного существующего жилищного фонда. Вот. Для того, чтобы это сделать, первое, что сделано сейчас, это было изменение с 1 июля. Вы читали эту новость, наверное, но никто не понял, для чего она была нужна. Вот. В которой было рассказано, что с 1 июля вводится гибкая система для целевых групп, и все, и украинцы попадают как бы в общую систему. Там, где у нас и обычные беженцы, и люди там, не знаю, студенты, и всякие малообеспеченные, то есть вот эти, все эти группы. Что это значит? Многие это восприняли, какой нас теперь будут селить вместе с беженцами обычными, вместе с сирийцами будут нас селить. Нет, это совсем не так. Да, конечно, естественно, что какая-то миксация будет, но самый главный факт этого, это то, что отошла привязка к тимчасовому захисту. И это дает очень большую свободу химентам, потому что хименты, у них все время были связаны руки. Они для того, чтобы арендовать какое-то помещение под украинцев, они его могут арендовать только до окончания тимчасового захиста, да, потому что вот. И он этот, вы знаете, захист, он все время через год продлевался. То есть, а попробуйте арендовать помещение на год. Это очень сложно сделать, да, любую сейчас какое-то рабочее помещение принимаешь, там минимальные 5 лет срок. А на год, да еще и перестраивать его, неизвестно, будет продлено или не будет. Поэтому хименты все время были очень ограничены в поисках вот этих самых жилье, тем более там, где нужно инвестировать и что-то перестраивать. Сейчас, если вы попадаете в обычных, всех нуждающихся в жилье, это значит, что у химент развязаны руки, и они больше могут предоставлять различных возможностей. Да. И это не только доступ к социальному жилью, сейчас его еще пока нету так бы открыто, да, то есть сейчас это все еще по-прежнему корпорация решает, кого пускать, кого не пускать. Вот. Временный ВНЖ, вот этот транзитный документ даст доступ к социальному жилью, но социальное жилье тоже, там же очередь огромная. Вот. Но зато вот эти всякие флекс-вонинги и всякие различные там какие-то общежития, которые будут строиться, хименты могут больше, то есть бюджет, выделенный на украинцев, попадает туда же, и, соответственно, они уже могут там взять одно какое-то большое, там, условно, здание, перестроить его в общежитие семейное, и там будут и беженцы, которые прошли процедуру, и украинцы, и еще какие-то, может быть, возможно, студенты, потому что это здание после выезда украинцев можно тоже использовать под что-то другое. То есть и для химент это очень позитивно, для украинцев, собственно, тоже, потому что вот эта отвязка от тимчасового захиста говорит о том, что больше возможностей организовать жилье. Опять-таки, конечно, все это время займет. Вот. И сколько у нас тут времени еще есть? 15 минут. Сейчас я посмотрю, что... ну вот давайте коротенько я вернусь, где я тут была. Господи, боже мой. Сейчас, секунду. Не туда. Вот. И еще вторая часть. Это у нас...
как это сказать, добровольное возвращение, уже начало заикаться, добровольное возвращение для восстановления Украины, потому что все-таки не все люди останутся, будут люди, которые хотят вернуться или захотят вернуться, и что для них планируется. Вот. А для них планируется, что политика возврата, во-первых, они говорят тоже на стадии разработки. Здесь вот мы, тут возможность мы тут смотрим, да, моментель и нонтвикелинг. То есть мы вот этот, пока думаем, как это делать. Но что мы знаем, что после того, как закончится тимчасовий захист, ну и, соответственно, там временный ВНЖ или еще что там будет. То есть, когда будет возможность возвращаться, да, для этого должно быть какое-то перемирие заключено, не раньше, то есть до этого точно никаких разговоров. То есть будут разговоры, но реальных действий не будет. Будет разрабатываться программа после того, как будет возможно. Куда? И что она, то есть куда-то возвращаться. Что она нам говорит? Говорит, что поддержка, поощрение посредством практической помощи, а также поддержка развитием навыков людей, то есть помочь им получить какую-то профессию, финансово помочь им доехать, в том числе, там где-то я читала, сейчас не нашла быстро, вот здесь вот, да, помощь рейс документам, то есть оплата билетов, проезда, финансовое какое-то вознаграждение, в том числе и внутри Украины до конечного пункта, куда они едут, а также предоставление информации о ситуации в Украине, возможности нахождения работы и возможности нахождения жилья. Вот. И вот это все будет сделано по согласованию между другими странами Евросоюза и украинским правительством. Вот. И там вернусь еще, не знаю уже где, сейчас не найду сразу нужный кусочек, но факт в том, что есть уже какое-то пилотный проект, который они там где-то сделали, попробовали помочь людям возвращаться. И вот это вот рапорт об этом пилоте, он тут лежит как байлаха, как вложение, да, как к этому же рапорту. Я, честно скажу, я его еще не прочитала, и когда прочитаю, вам расскажу, чем этот пилот закончился. Вот. Ну, интересно, да, почитать. Вот. Я думаю, что на сегодняшний нам достаточно здесь новостей. Что еще хочу сказать, что на последнем собрании, вот этом 27 мая, там было 3 собрания, на самом деле, все это длилось 5 лет, 5 часов, пардон, мы слушали. Вот, я вышла несколько разочарованная, потому что очень много говорилось, поднимались все те же вопросы, но почти на все вопросы мы получали ответ: да, мы знаем эту проблему, мы над этим работаем. Знаете, вот так примерно. Но на последнем собрании нас очень сильно просили бороться с фейками по информации. Вот. На что я резонно спросила, говорю, чтобы бороться с фейковой информацией, нужно иметь реальную информацию. Если вы не выдаете никакие нам документы, то что мы будем людям рассказывать? Ну вот сейчас нам в этом с этим письмом вместе, там по мейлу рассылали, прислали фолдерсы, как бы по вот этому же письму, вот, чтобы мы распространяли. Я не знаю еще, как этим поделиться в Ютубе, но я придумаю какую-то историю, как поделиться этим фолдерсом с вами, потому что мы говорили, дайте нам хотя бы какие-то официальные документы, чтобы люди видели, что это идет от правительства, а не непонятно от кого, и непонятно, что они там делают. Ну вот нам фолдерсы прислали, хотя бы что-то, да, то есть, ну, буду думать, как этим делиться. Пока что вот такие чтения государственных документов с объяснениями, это то, что я могу предложить. Если нужно более подробно читать, пожалуйста, говорите. Я в ближайшее время буду записывать много видео, уже нашла команду, они будут мне помогать. Буду разбирать вот эти
по кусочкам каждое из этих писем, потому что без объяснений, ну, его можно прочитать очень по-разному, конечно. Итак, я сейчас перейду к вашим вопросам. У нас есть еще немного времени для того, чтобы постараться вам ответить. Вот, так, что у нас? Про мужчин я уже сказала свое мнение. Скучали, пишут. Да, я тоже скучала, на самом деле. У меня большая реорганизация на фирме, поэтому было не до этого. Да и новостей практически ничего не было. Да? Последнее письмо у нас в ноябре выходило, еще предыдущим правительством. Да? То есть, а вот от нового правительства вот мы первый раз получили. И в мае, 27 мая, это было первый раз, когда нас собрали уже, ну, уже под новым, с новым правительством. Так. Будет ли, есть какая інформація на розгляду заморожених заяв на притулок в Нідерландах? Чи вдома, коли ІНД планує розпочати їхній розгляд? Смотрите, только что приняли законодательство про двухстатусный статус, как это сказать, два статуса теперь будет, да, у нас у беженства А и Б. Я думаю, что их ждали. Вот. Я думаю, сейчас, когда они их введут, для того, чтобы ИНД выдавала эти статусы, да, то есть это все нужно инструкции сделать, нужно новый ВНЖ сделать и так далее. То есть это должно какое-то время пройти, и я думаю, что после этого они начнут эти заявки обрабатывать. И люди будут получать вот этот статус Б, временный, который военный беженец. Да, то есть беженец от войны. То есть у нас есть беженец от преследований там каких-то, есть беженец от войны сейчас. Вот. Но его только-только приняли вот на днях. Поэтому не могу сказать, когда будут рассматривать, пока этого нет. Но на все они отвечают, мы работаем, мы стараемся, да, стараемся, медленно получается. Так, что еще? Всем спасибо, вам тоже всем спасибо. Так, вот, о возможности засчитывания проживания под временной защитой в срок для натурализации. На данный момент четкое нет. При этом, то есть сейчас говорится о том, что люди, находящиеся под тимчасовым захистом, не являются... Регулир Фербляев, как это сказать, ну, типа не находятся как бы официально под каким-то видом на жительство. То есть у нас для натурализации нужно находиться под каким-то видом на жительство. Не просто легально здесь находиться, а именно под видом на жительство. При этом вот этот транзитный документ, даже при том, что он временный, с временной целью пребывания, но это уже будет именно вид на жительство, и он будет засчитываться для натурализации, не для ПМЖ, потому что для ПМЖ другие правила, там не засчитываются именно нахождение под с временной целью пребывания. Вот. Но мы видим сейчас, что уже некоторые страны пересмотрели и изменили это правило свое, потому что это правило было у всех, да, и они изменили это правило и сказали, что мы это время по тимчасовым захистам будем засчитывать. Кто-то целиком, кто-то наполовину, но тем не менее уже тенденция такая пошла. Поэтому я не исключаю то, что наши тоже это примут потом. Но пока что нет. То есть сейчас мы, вот люди, прожившие 5 лет, пока не могут на это рассчитывать. Но зато могут рассчитывать на послабление по рабочей, потому что у нас отмена ТВВ после 5 лет нахождения официального. И там уже можно, да, там сразу юридический казус возникает, понимаете? То есть у нас с одной стороны есть отмена вот этого самого теста для рабочей визы, которую должен работодатель сделать, что он не нашел нигде другого такого работника. Эта отмена у нас сейчас работает через 5 лет проживания в стране. Можно ли ее применить к украинцам? Вроде бы как нет, но при этом легальное проживание, да, то есть там уже возникает юридический казус. Поэтому там, я думаю, в 27 году, вот как 5 лет как исполнится, да, сразу пойдут юридические споры.
Или мы увидим до этого, что они сами это понимают, и мы этот вопрос поднимали, и наконец-то, да вы знаете, я этот вопрос по ТВВ поднимаю на каждом собрании. И вот я на этом 27 мая наконец-то его там записали в список. Да, действительно, потому что до этого мне говорят, ну им же и так не надо ТВВ, ну зачем это, типа, о чем вы тут? Вот, я говорю, ну подождите, 5 лет вот-вот уже скоро, да? Вот, и сейчас, да, это уже записали. Я думаю, что, то есть я ожидаю, что это какое-то послабление в этом плане как раз будет, и мы обойдемся без юридических оспариваний и ожидания, когда же будет претендент юридический, чтобы уже можно было другим на основании этого делать. Я думаю, что у нас попроще пойдет, более простая ситуация. Благодаря вот этому сегодняшнему письму прямо вот у меня как бы сердце успокоилось. Можно ли перейти с ТЗ на процедуру беженства? Думаю, у меня есть основания выиграть дело, но нет сил больше ждать окончания неизвестно чего. Ну, смотрите, мораторий уже закончен, да, то есть как бы в теории можно. Вот. Но примут ли и почему вы думаете, что беженство сейчас вам даст лучшие права, чем тимчасовий захист? Не даст. Потому что именно азиловское законодательство относительно беженства принесло очень большие изменения. У нас, во-первых, Европейский пакт по беженству сейчас вступил в силу только что, вот какого-то там 26 июня или какого, не помню точно. Ну, в общем, в июне он вступил в силу, которые давали 3 года там на его внедрение. Наконец-то вот они закончились, все, его нельзя уже дальше отложить, и он вступил в силу. И второе, это наши собственные изменения в законодательстве, в частности, включение вот этого двухстатусного варианта. Вот, оно все сильно ухудшило азиловскую процедуру. То есть сейчас быть под ТЗ лучше, чем под азилом. Вот, ну, так, что у нас еще? Тын-тын-тын. Так, под ТЗ я уже ответила. Да, для тех, кто перешел на статус кенис мигранта, вот хороший вопрос, да, тоже, будет ли засчитано ТЗ для тех, кто перешел на статус кенис мигранта? Опять-таки, на данный момент нет. Но у нас есть претенденты в Испании, когда человек перешел на студенческую визу, да, после тимчасового захиста, ему засчитали. Уже со студенческой он перешел на ВНЖ. Поэтому будем ждать. Так, что про вступление в ЕС? Да, вступление в ЕС никуда не делось. Ну, как планировалось, так и планируется. Сейчас вот открыли наконец-то новый шлюз, поэтому просто непонятно, каким куском Украина будет вступать в ЕС. Но это тоже же ничего страшного в этом нет. Вот у нас Кипр куском вступил в Евросоюз, ну и ничего, никто не умер. Да? То есть у нас претенденты, у нас такие есть. Да? Германия у нас была разделена, когда вступала. То есть ничего в этом страшного нет. Но вы понимаете, для того, чтобы все равно... То есть подготовка к вступлению идет. Но чтобы потом произошло вступление, должно произойти какое-то разделение. То, что разделение будет, я думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что будет какая-то часть страны останется оккупированной, будет какой-то серой зоной, вот как Северный Кипр, например. Там же тоже оккупирована часть. Поэтому... это должно пройти время, все это должно там установиться, закрепиться, кучу каких-то международных договоренностей и так далее. Естественно, что включение, когда будет перемирие, скорее всего, вот это включение украинской стороны в Евросоюз будет одним из условий, потому что для Украины это гарантия тоже, да, то есть одно дело напасть на Украину, другое дело напасть на Евросоюз. Вот, поэтому... Но каким боком включат, с ограничениями наверняка, с какими-то сначала, но тем не менее, да, путь идет, он не менялся. И он не изменится, понимаете, это невозможно изменить на самом деле, потому что здесь все так работает, что для того, чтобы сдвинуть колесо, нужно очень много усилий, чтобы куда-то пошло. Но когда оно уже поехало, усилий остановить еще больше нужно. Вы понимаете, ассоциацию с Турцией, да, ее когда еще там приняли, бог знает когда, 50 лет назад,
И для того, чтобы потом остановить ее, понадобилось сколько лет, сколько нарушений всевозможных, сколько еще чего-то, для того, чтобы все-таки смогли они потом остановить и сказать, мы приостанавливаем. И то не остановить, а приостановили. То есть, типа, пока вы там, как там, у вас там демократия не пахнет. Вот, поэтому то, что будет это движение в Евросоюз, однозначно. Просто кто-то его тормозит, кто-то его, наоборот, подталкивает. Я вижу, сейчас Европа подталкивает. Персамил бриф 26 июня. Правительство ставит приоритет номер 2. Кто не сможет перейти на рабочий ВНЖ, предусмотрен транзиция документ номер 3. Это вы сейчас что, меня тут под это самое подводите итоги или что? Работает над 2 вариантами параллельно. Есть реальная вероятность, что люди одновременно смогут переходить на работу ВНЖ или на 3-летний в зависимости от своей ситуации. Нет, сейчас есть возможность вот как бы оставлять временную защиту и параллельно какой-то иметь ВНЖ, потому что человек может потерять этот ВНЖ и вернуться на свою защиту. Вот. Но ВНЖ транзитный, он будет включен тогда, когда уже не будет тимчасового захиста. Да? То есть вот такой. При этом для перехода на 3-летний вот этот транзитный документ, да, у него есть условия конкретные, что человек был под тимчасовым захистом, да, что он не создает там проблем, то есть у него он там не судимый, такое вот. И вполне вероятно, то есть логично, что человек, перейдя на какой-то ВНЖ и потом, например, перестав ему соответствовать, но оставшись соответствовать возможности вот этому транзитному, может на него опять вернуться. Другой вопрос, что этого транзитного ВНЖ у него будет конкретный срок действия. И он будет привязан не к началу этого действия, не когда вы его начали, а к 3 года от окончания общего, то есть опять будет 4 марта, там уже в этот раз какого-то 31 года. Так. Мы очень боимся брать вид на жительство временный, фаст-контракт, у мужа жилье свое. Не понимаю, о чем вы говорите. Боимся брать вид на жительство временный. Ну, как бы это так сказать правильно? Смотрите. Временный ВНЖ – это временный вид на жительство. Он сам по себе временный, всегда. Да? То есть вы, когда приезжаете в другую страну, вы не можете сразу получить постоянный. Ну, мы не говорим сейчас о миллиардных там золотых визах, мы говорим об обычных людях, которые переезжают. У них всегда есть первое их ВНЖ, обычно это 5 лет длится, это временное нахождение, которое привязано к какому-то условию. Тот же самый кенис-мигрант, он привязан к своему работодателю. Если он с работодателем расстается, у него есть 3 месяца на поиск нового работодателя или до свидания. Если человек приезжает по партнерской визе, то же самое он вдруг разведется, не перейдя на другой, не дождавшись до срока и не перейдя, он тоже теряет право на проживание. Да? То есть все начальные ВНЖ, они всегда временные и имеют какое-либо условие. И как только вы перестаете им соответствовать, он заканчивается. Только после 5 лет у вас появляется возможность перейти на другой вид на жительство, который постоянный. Опять-таки, не у всех он получается. Либо вы продлеваете временный на следующий срок, да? Либо вы можете перейти на постоянный, либо подать на натурализацию при, соответственно, сдаче там тоже всех экзаменов и так далее. Для ПМЖ тоже нужна сдача экзаменов. Поэтому срок до паспорта, он как бы не такой, что вот вы приехали, отсюда начала галочка считаться, и вам все автоматически дали. Нет, вы все время должны чему-то соответствовать. Вот, поэтому не надо бояться временных ВНЖ, это прекрасная вещь. Смотрите, самый распространенный вариант, когда люди переходят на паспорт от студентов. Да? То есть человек получил студенческий, он временный, с временным целью нахождения. Тот же самый, да, по который мы... Вот этот транзитный ВНЖ, он равен по своим... Как студенческий, только студенческий еще ограничен по работе, а транзитный нет. Да? То есть он лучше даже, чем студенческий. То есть человек находится на студенческом, он не может со студенческого напрямую перейти ни на ПМЖ, ни на паспорт.
Да? Со студенческого он может перейти на ЗУК-ЯР, который тоже временный, дается на год на поиск работы. Вот. И только если он перейдет на какой-то уже кенис-мигрантскую визу с пониженной зарплатой, да, после этого, вот только тогда у него появляется возможность запросить либо ПМЖ, либо паспорт, но вот эти все года их временных нахождений, они у него будут засчитаны. Поэтому он там 4 года учится, 1 год сидит на ЗУК-ЯРе, 2 месяца поработал как кенис-мигрант и на паспорт подался. Вот. Поэтому временный вид на жительство не должен вас пугать. Это хороший вид на жительство. Это в 100 раз лучше, чем тимчасовий захист. Так. Те, кто могут работать, переживаний меньше. Вот пенсионеров почти ничего. Да, ну вот, да, с пенсионерами вы видите, будут считать количество пенсионеров, количество людей, которые не могут работать, во сколько это обойдется, потому что там везде написано, да, то есть мы сначала смотрим юридические возможности, а потом смотрим, во сколько нам это обойдется, да, и это в том числе и люди, которые требуют дополнительного какого-то ухода, в том числе люди, которым требуется жилье, потому что предоставление жилья – это большая нагрузка тоже для государства, это дорого. Поэтому вот 15 сентября посмотрим, что понаписывают нам. Так, дальше что? Прочитайте, пожалуйста, в следующем видео. Да, письмо. Да. Ну, я, видимо, да, я его зачитаю, сделаю, как я раньше делала, чтение со страничками. Можно ли будет брать ипотеку? По вот этому транзитному документу, давайте так, несмотря на то, что он с временным целью пребывания, я думаю, что найдутся организации, которые будут предоставлять ипотеку. Условия будут похуже, но тем не менее, да. Я разговаривала с ипотечным адвайзером, все хочу с ним записать интервью, с хорошей знакомой, всем моим кенис-мигрантам он оформлял ипотеку, помогал. Вот, поэтому возможности будут, давайте так скажем. Вот. Если продлят временную защиту до 28 года, значит, студенты не смогут с 27 года учиться в университете по стоимости. Смогут. Да? То есть это независимые друг от друга вещи. Вот. То есть там уже принято, решение уже принято, срок поставлен, в бюджет включено. Вы понимаете, самое главное после всех этих решений – это включение в бюджет. Деньги выделены, значит, все, поехали. Можно ли получить кенис-мигрант людям, которые имеют открытое БВ, и как директора получают зарплату под кенис-мигранта? Нет, не можно, потому что нельзя самому себя привести. То есть вы не можете быть совладельцем той фирмы, которая вас привозит, как кенис-мигрант. Вот. При этом, Иришка, обращайтесь, я вам расскажу, что надо сделать, раз вы об этом задумались. Значит, у вас финансовые возможности есть, а дальше я вам помогу. На личную консультацию записывайтесь. Так, будет ли послабление для рабочих виз только для женщин или мужчин без документов от военкоматов тоже? Смотрите, этот документ от военкомата, во-первых, это еще не принято. Да? Во-вторых, если оно будет принято и действовать только для новоприбывших и только после того, как закончится предыдущий вариант. Да? Вот. Поэтому для всех людей, которые сейчас, это на въезд, на получение тимчасового захиста. Что касается рабочих виз, там этих условий нет, да, там кто знает, что такое вообще военный билет здесь в Нидерландах, такого никто не знает, поэтому для рабочих виз таких документов в списке нет и не будет. Так, то есть рабочая виза при минимальной зарплате и full-time 37,5 часов в неделю также возможно. Да, возможно. То есть у нас для занятости нужно не меньше, по-моему, 26 или 28 часов занятость.
и зарплатная там ставка не такая большая. На сайте ИНД можете посмотреть, если надо, я отдельно могу про это рассказать. Но просто сейчас, понимаете, я сейчас буду рассказывать, люди скажут, что «О, давайте нам быстро оформляйте». Но нет еще этого законодательства. Ну, только вот вы же видите, только изучают возможности. Поэтому, то есть я понимаю, какой оно будет. Потому что у нас этот закон, он уже есть. И закон никто менять не будет, да, то есть они просто сделают там маленькую поправочку к закону, и все, и скажут, и эти тоже, да, вот там 5 лет у нас, да, там освобождение от ТВВ, 5 лет нахождения, и под тимчасовым захистом, и все, и сразу вот дверь открылась. Вот. Поэтому если постоянный контракт, там 1 год контракт, но нужно для рабочей визы. Получается, можно открывать ЗЗП. Да ЗЗП можно уже давно открывать. Люди вон работают уже сколько предприятий есть, блин, посмотрите, уже что только не пооткрывали люди. Чего сидите? Если вы предприниматель и хотите заниматься бизнесом, занимайтесь. Приходите к нам в налог.НЛ, мы вам поможем и открыть, и расскажем, и все. И, пожалуйста, вперед из песни, Господи. Полным-полно людей так и делают. Как быть пенсионером и людям с болезнями? Ну, как минимум, да, то есть мы что понимаем сейчас, что до конца войны точно все будет, да, то есть будут предоставлять все. Дальше что? Вот будет либо вот это стимулирование в добровольное возвращение, да, либо будут предложены какие-то варианты. И это именно та часть, которую просчитывают. Потому что, да, вот оставить часть человека-пенсионера. Одно дело сейчас идет у нас благотворительность, и мы просто как бы помогаем людям пересидеть. Да, вот пересидеть, потому что им негде жить. Вот. А потом что делать? Давать человеку пенсию? У него здесь пенсионных накоплений нет. Пенсионные накопления украинские здесь, попробуй их выкупить. Вы знаете, сколько надо заплатить, чтобы здесь пенсию себе выкупить, которую можно здесь сидеть на пенсии? Это значит, что вы сядете на пособие, а не на пенсию. Да? Вот. А это пособие, нужно посчитать, сколько это денег будет. Да? То есть на основании чего. Поэтому это достаточно серьезные вещи, которые государство не может вам сейчас сказать: ой, нам вас жалко, и мы вас оставим. Нет, оно будет считать просто конкретно с калькулятором. Вот что нам выгоднее, да? Мы можем помочь этим людям здесь остаться. Или, например, за них там, не знаю, гарантию семья дает, как для жителей Евросоюза, там у них есть. Можно, как это называется, финансово независимый вид на жительство, да? Вот. Либо мы им лучше поможем вернуться, мы им лучше там какую-то квартирку купим. Вы понимаете, что вам выгоднее, что государство Нидерландов, ему дешевле обойдется купить вам квартиру целую в Украине, чем здесь выплачивать вам пенсию всю жизнь. Вот, поэтому тут очень много возможностей разных. Я не могу вам ничего гарантировать, но что могу точно сказать, что одного только гуманизма здесь не хватает. То есть здесь однозначно будет лежать за этим деньги. Потому что бюджет, который утверждается, да, то есть его утверждают партии политические. Если они должны выделить деньги на вас, значит, они должны урезать каких-то своих выборцев. Да? То есть они тогда не додадут либо на обучение, либо на медицину, либо еще на что-нибудь. Да? Вы понимаете, избиратели как к этому относятся? Поэтому и скажут, да, то есть будут считать, насколько это там значительная или незначительная эта сумма. Сколько у нас вообще людей, которым это надо. Почему они говорят, что вот этих 62% у нас сейчас работающих, а надо, чтобы больше, чтобы как можно больше людей сами себя обеспечивали, тогда у нас будет меньшая доля тех, которых нужно подкармливать, и тогда мы сможем им лучше помогать. ИНД написала письмо, где сказали, что ЗЗП нельзя официально, только работа в найме. Но многие открывают и успешно работают. Да, вы знаете, это письмо это написали, во-первых, это не ИНД, их именты рассылают, во-вторых, это реакция на письмо, которое было 2 года назад. Вот они просто сейчас до этого дошли. Вот. Но приходите, Господи, открывайте и работайте. Мы вам все расскажем, что можно делать и что нельзя. То есть работать, если вы предприниматель реальный, работайте, пожалуйста. Если вы не реальный предприниматель, а на кого-то работаете, то это запрещено и для нидерландцев тоже. Так, почему нельзя вот так? Ну хорошо, я не полезу сюда в дискуссии. Да, на локациях, да, нам тут локация наша звонила,
с нашего Нюхайна говорила, что придите нам, расскажите. У нас люди тут на нашей локации открывают ЗЗП, и все, типа, их сюда прописывают на нашу локацию. Что нам с этим делать? Массовый адрес почтовый, да, это красный флаг в первую очередь для торговой палаты, то есть она смотрит. Более того, она может не смочь вам открыть ЗЗП, если вы прописаны в локации, которая не зарегистрирована как жилой фонд, да, то есть как, ну, было там что-то, я не знаю, какая-то фабрика или еще что-нибудь там перестроенное, и она его просто, этот адрес даже не видит у себя там, он у нее не открывается. Поэтому, да, если вы на локации, то вам нужно найти адрес, на который вы зарегистрируете свою ЗЗП. Но это не значит, что вы не за открытие. Когда ожидается выдача транзитного документа? На данный момент написано, что... Сейчас. Написано, что ничего не нужно дополнительно вам делать. Вы все получите письма от ИНД, и этот процесс будет автоматизирован. При этом я знаю, что была намечена эта история на январь, на следующий январь 2027 года, на что мы логично спросили, как вы собираетесь успеть до 4 марта всем это выдать. Мы подготовимся, значит, и начнем потом всем рассылать. Мы видим, что вон даже биометрию это собирали полгода, еще до сих пор не собрали. То как можно раздать ВНЖ таким быстрым способом? Ну, я думаю, сейчас у них годик добавится, так что они, наверное, это все дело растянут. Если сейчас ВНЖ продлят этот тимчасовый захист до 28 года, то, скорее всего, этот транзитный документ тоже начнет работать с 28 года, и весь 27 год они его, наверное, будут выдавать. Снижение оплаты учебы интересует, но принято снижение на следующий год, что там интересоваться. Есть работа оператором фаст-контракт, 4 брута зарплата, хочу пойти, стоит ли сейчас держаться за фаст-контракт. Не могу вам ответить сейчас, вот прямо, я не знаю вашей там цельной ситуации, кроме того, вы решаете. Смотрите, для рабочей визы вам важнее не фаст это контракт или временный контракт, а важнее, наверное, насколько лояльный работодатель к вам и будет ли он готов вам что-нибудь оформлять. Это больше имеет значение. Так, по боевым обзорам. Все, я думаю, что я буду сейчас заканчивать, потому что сколько у меня тут еще есть несколько. Я сейчас звездочки быстро поставлю. Вот, мы уже пересидели. Так, что у нас тут еще есть из интересного? Где у нас? Я читала. Можна ли після КЕМ перейти на робочу візу за умови, що не зміг потриматися всі 5 років на КЕМ? Ну, на данный момент нет, но если вот эти послабления будут, то да. То есть на данный момент после 5 лет легального официального проживания под каким-то ВНЖ вы можете перейти на ту же самую рабочую визу уже без привязки к своему работодателю, без привязки к большой зарплате. При рабочей визе тоже привязан к работодателю. Конечно, ее оформляет работодатель, она поэтому рабочая и называется. Работодателей можно менять, по-новому переоформлять визу. Так, на роботі не змогла отримати постійний контракт, потому что ТЗ до березня 27 года. Это нарушение, да? Вам обязаны дать постоянный контракт. То есть вот это то, что вы тимчасовый захист по 27 года, это просто ваши люди там неграмотные. Вот я про это уже многократно говорила и записывала. Есть разъяснение вон от Министерства соцполитики. Вы найдите у нас, если вы в Криевку зайдете в наш чат, Нидерландская Криевка, да, там я давала ссылку на чат от Министерства соцполитики, которую они вот прям по нашим, мы очень просили, чтобы они такое открыли, и разъясняли там вот эти вещи с работодателями. Вот они прям вот эти конкретно вещи с работодателями разъясняют. У нас украинцы под тимчасовым захистом попадают под наш обычный РБЦВ, то есть под наше обычное законодательство по трудоустройству. И после 3 лет работы, либо 3 временных контракта, 4-й контракт автоматически становится постоянным. Вы можете спорить это в суде. Вот, поэтому хотят они или не хотят, они вам обязаны его дать. Вот, если у вас вот этих 3 было
беспрерывных, либо 3 года было беспрерывных. А то, что у вас ТЗ закончится, если у вас, смотрите, вот представьте себе, человек под временным ВНЖ, например, по партнерской визе, да, ему дали постоянный контракт. Завтра он разводится, он теряет право на проживание в Нидерландах, автоматически разрывается его контракт трудовой, неважно, что он у него постоянный. Ничего работодатель ему не должен при этом, это не его проблема, это проблема ваша, что вы потеряли вид на жительство. Здесь то же самое, то есть если вдруг у вас там закончится в 2027 году, и вы не сможете дальше продлить, ну и что, работодатель тут не несет никакой ответственности, потому что вы нарушили условия, вы не соответствуете условиям этого трудового контракта. Все, это обычная юридическая практика, там ничего там сложного нету, просто ваш работодатель неграмотный, отправляйте его к юристу. Так, так, можно запустить индивидуальное рассмотрение на убежище, я уже отвечала. Ну вот, по зарплате меньше 2000, но контракт постоянный, все равно нужно искать новую работу. Да, да, то есть условия, давайте так, по зарплате условия, это те условия, которые на 1 евро даже не могут быть меньше. Ну, вот эти ставки, они меняются каждый год, за ними надо следить, ну, они там индексируются чуть-чуть, но там на момент оформления ВНЖ вы должны точно соответствовать этой зарплате, ни копейки меньше. Есть какие-то новости по суммы Эйхенбедрах? Да, будет индексация, я отдельно про это расскажу. Ну и все, наверное, я думаю. Кинес-мигранты, предприниматели, это нет одно и то же. Нет, предприниматель это предприниматель, а кинес-мигранты это high-skill мигрант, то есть человек с высокой зарплатой, который идет на работу, и именно специалист высокого уровня, и там как бы его зарплата, она сама по себе, почему там не нужно проводить тест, это тоже рабочая виза, но там нету теста на его уникальность, потому что его зарплата как бы заменяет собой тест о его уникальности. То есть как раз вам уже готовы 6000 платить зарплаты, значит вы уже уникальный. Вот, и уже не надо проверять, что вы нигде лучше не нашли. Вот. То есть смысл вот такой, поэтому оно идет там по ускоренной процедуре. Угу. Поделитесь контактами юристов в сфере трудового законодательства. У нас на сайте налог.нл, зайдите, там услуги консультации, там у нас есть Антон Шевчук, который как раз на этом специализируется. И записывайтесь к нему на консультацию, да. Что будет с украинцами на автомобилях с украинскими номерами? Ну, вы же знаете, что украинские номера вы обязаны переоформить. Поэтому... Что будет? То же самое, что и сейчас. Вы уже сейчас нарушаете. Вот. Хорошо, все. На этом мы закончим. Вот. Рабочая виза, за нее работодатель должен платить в Хименту. Сказал, что в Хименту нет. ВНД платится за визы, все платятся в ВНД. Ну, слушайте, если работодатель вас заинтересован, ну, во-первых, вы можете с ним договориться, сами платить, так же, как блу-карты, вон мы там сейчас оформляем людям, голубые карты. Работодатель говорит, я все подпишу, но заниматься этим вообще не хочу. Вот к нам приходят люди, говорят, вот мой работодатель согласен мне голубую карту дать, но не хочет ничем заниматься. Я все сам заплачу, сделайте. Мы делаем, пожалуйста. То есть это уже мелочи же, вы понимаете. Вот. Все, хорошо, я на этом с вами, ребята, заканчиваю. Пожалуйста, пишите, на какие темы вы хотите поподробнее что узнать. Я в ближайшее время вам еще позаписываю, потому что тут мы с вами только полдокумента прочитали. Там еще много, еще и вложения целая куча. Вот. Так что, да, и скорое решение еще от Евросоюза мы ждем на днях. Так что будет о чем поговорить. До свидания вам всем. Рада была видеть. Всем хорошего дня. До зустрічей!